А знаешь как вот? Вот, например, вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял, нет? Ты втираешь мне какую-то дичь. Батя, нормально? Нормально все? А? Нормально, говорю, все? Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Нихуя не понял. Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Мемы – это не просто смешные картинки, это отражение эпохи, зеркало нашего коллективного юмора и даже социальных трендов, а их герои – обычные люди, которые однажды случайно стали частью интернет-истории. Но как влияет внезапная слава на человека и что происходит, когда волна хайпа спадает? Интернет – это огромная капсула времени, и в ней навсегда застыли лица героев мемов. Их удивленные, растерянные или невозмутимые выражения стали частью нашей цифровой культуры. Давайте посмотрим, как сложились судьбы самых ярких персонажей мемов тогда и сейчас. Вы могли не знать, но судьбы многих героев популярных мемов сложились трагически. Многих уже нет с нами. Вирусным в сети стал кадр из фильма 1971 года «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». Многим пользователям полюбился этот мем с импозантным мужчиной в шляпе и ярком костюме с огромной бабочкой. Своей мимикой и взглядом он будто намекает на вранье собеседника. Кадр начал разлетаться по соцсетям со словами «Ну давай, расскажи мне». Воплотил незабываемый образ Джером Сильберман, который больше известен под псевдонимом Джин Уайлдер. За свою карьеру он снялся во множестве фильмов, еще в нескольких картинах выступил как режиссер. Дважды был номинирован на Оскар как актер и сценарист. В августе 2016 года мир облетела новость о смерти героя многочисленных мемов. Он скончался на 84-м году жизни в своем доме в Стамфорде. Причиной смерти стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера. Ты втираешь мне какую-то дичь. Персонаж ролика 2015 года, произнесший знаменитую фразу «Человек-мем» и в принципе персонаж интересной судьбы. Вы могли не знать, но герой ролика, произнесший знаменитую фразу «Ты втираешь мне какую-то дичь», рок-музыкант и поэт Константин Ступин. Константин вместе с группой «Ночная трость» выступал по России и имел немалое количество подписчиков на своем YouTube-канале. Музыкант умер в ночь с 16 на 17 марта в возрасте 44 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. Незадолго до этого, 12 марта, Константин Ступин дал концерт в московском клубе «Гренадин». Константина Ступина называли последним русским панком. Он был вокалистом в группе «Ночная трость» и сочинил для нее более 200 песен. Песня «Пушистый хвост лисицы», которую Ступин исполнял, сидя на холме, набрала более 10 миллионов просмотров на ютубе. Последние годы Ступин болел открытой формой туберкулеза и проходил лечение в закрытом отделении психиатрической больницы. Родные и друзья музыканта рассказывали, что он часто исчезал на неизвестный срок, после чего также внезапно появлялся, когда его уже считали погибшим. Второй герой известного ролика – русский писатель, актер, художник и афорист Аркадий Давидович, является автором 100 тысяч опубликованных афоризмов, а современники писателя считают его непризнанным гением. Афориста часто можно было встретить на проспекте Революции, прогуливающемся в фирменной футболке со своим изображением. И еще в 2016 году афорист узнал, что болел сразу несколькими онкологическими заболеваниями. Чтобы найти деньги на лечение, писатель решил продать свою квартиру. Единственный в мире музей афористики, но продать не просто так, а вместе с собой. Покупателей на такую недвижимость не нашлось. Последний год жизни Аркадий Давидович посвятил подготовке к публикации двух сборников «Реквием-2020» и «Агония». 25 февраля 2021 года мужчина скончался в больнице на 91-м году жизни. По сообщениям поклонников, у него произошла остановка сердца. Похоронен афорист в одной могиле с отцом в Ленинском районе Воронежа на еврейском кладбище. Нихуя не понял.
Ну, очень интересно, понимаете? Дальше посмотрим. Российский видеоблогер Сергей Демихов с канала «Батя жжет», известный также как автор мема «Ничего не понял, но очень интересно», умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщил его друг, опубликовав отдельное видео. По его словам, наш общий друг и наш общий батя Демихов скончался от остановки сердца 14 мая. За время съемок я сроднился с батей и чувствую личную утрату. Хочу выразить благодарность всем преданным подписчикам за вашу любовь и тепло, добавил он. В комментариях под видео поклонники положительно вспоминают блогера и пишут соболезнования в связи с его смертью. Россиянин произнес слова, которые стали мемом на фоне ковра на стене в ролике с обсуждением Versus батла рэперов Оксимирон и Джонни Бой. На канале Демихов в образе бати комментировал клипы популярных групп и исполнителей. Вряд ли боксер Рокки Локридж мог подумать, что в век интернета вновь обретет популярность. Известность в спортивном мире он получил в середине 80-х годов после поединка с непобедимым Роджером Майвезером. Благодаря нокауту соперника уже в первом раунде Локридж стал чемпионом мира в полулегком весе. Затем в жизни боксера была борьба с наркозависимостью. Заработанные за карьеру миллионы долларов он вскоре потратил. Новая популярность пришла к Локриджу после участия в одном из телешоу. Во время программы сын спортсмена признался ему в любви, после чего боксер не смог сдержать эмоций. Этот момент и стал популярным интернет-мемом. Пользователи окрестили слезы Локриджа лучшим плачем всех времен. Спортсмен ушел из жизни в феврале 2019 года. Причиной его смерти стали осложнения после перенесенного инсульта. Последние дни своей жизни он провел в больнице. Не, ну ты индеец, я балдю, бам-бам. Можете как-то? Ладно, не урчи, сейчас разберемся. Если предыдущие герои были знамениты и до эпохи интернета, то житель Тулы Михаил Мартынов свои 15 минут славы получил благодаря пользователям сети. Говорят, колоритного туляка частенько можно было встретить в районе местной площади Победы. Там он пытался заговорить с прохожими и повеселить их своими оригинальными шутками. В 2011 году местные журналисты спрашивали горожан, как можно определить погоду на будущий день по своему самочувствию. Ответ Мартынова, который оказался неподалеку, стал легендой интернета. А знаешь как? Вот сегодня, значит, ясно, да? Значит, завтра будет бом-бом. Понял? Нет? Дав столь оригинальный ответ, Мартынов зачем-то назвал журналиста индейцем и начал дергать себя за уши. Фразы туляка мгновенно разлетелись на цитаты, а пользователи наградили его прозвищем «Дед Бом-Бом». Мартынов умер в октябре 2018 года на 74-м году жизни в своей квартире. Причиной стало общее ухудшение здоровья из-за преклонного возраста. Батя, нормально? Нормально все? Нормально, говорю, все? Видео с рыбаком стало популярным в Рунете в 2014 году и со временем превратилось в мем. Человека из ролика зовут Сергей Кузнецов. Кузнецова засняли спящим на льду Аргазинского водохранилища. Автор ролика обнаружил челябинца, лежащим на льду с расстегнутой курткой. Он разбудил Кузнецова вопросом: «Бать, ты как? Нормально?» На это мужчина прохрипел: «Нормально». Позже за пару лет Кузнецов сильно изменился и похудел на 100 килограмм. В молодости Кузнецов увлекался бодибилдингом и хоккеем, а также занимался кузнечным делом. Но в 2014 году, после смерти матери и супруги, мужчина перестал следить за здоровьем. В результате он поправился до 200 килограммов. Однажды я просто сел и подумал: но это уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, рассказал Кузнецов о том тяжелом периоде. Чтобы больше двигаться, он увеличил число смен на работе. Также мужчина стал ходить везде пешком, вместо такси и общественного транспорта. В этом ему, в том числе, помогли прогулки с собакой, которую ему отдали друзья. В настоящее время Кузнецов работает охранником в местном магазине Озерска. Мужчина отметил, что люди все еще узнают его и хотят с ним сфотографироваться, а некоторые просят воспроизвести ту самую фразу из видео. Был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. В конце нулевых годов видео с участием Никиты Литвинкова, в котором он эмоционально описывал блюда из школьной столовой, стало вирусным и сделало его объектом многочисленных мемов.
В ролике подросток перечислял блюда. Фразы из видео мгновенно разошлись на цитаты, а YouTube вскоре заполнили другие ролики с подростком. После школы Литвинков поступил на дирижерско-хоровое отделение в музыкальный колледж в Воронеже, затем добровольно отправился служить в армию. После армии он работал музыкальным работником в домах культуры и детсадах и продолжал учиться, сменив несколько учебных заведений. В 2020 году он поселился в Рязанской области, где работал концертмейстером в местном колледже культуры. Со временем Литвинков начал злоупотреблять алкоголем и участвовал в трэш-стримах. В январе 2024 года стало известно, что он подружился с трэш-блогерами и часто появлялся в их стримах в нетрезвом состоянии. Позже он попал в тайскую тюрьму из-за нарушения миграционного законодательства, пробыл в Таиланде на 150 дней больше, чем было разрешено. Вскоре Литвинкову удалось вернуться в Россию, но вскоре он оказался в реанимации московской больницы из-за отравления психотропными препаратами. После выписки из больницы он сообщил, что у него генерализованное тревожное расстройство и подтвердил, что это была передозировка наркотиков. При этом Литвинков заявлял, что его популярность не принесла ему пользы и назвал ее самой бесполезной. Андраш Иштван Арата, венгерский инженер, который стал знаменитым в преклонном возрасте благодаря мему «Гарольд, скрывающий боль». Он родился в Кёсиге, но всю жизнь прожил в Будапеште, построил успешную карьеру и получил несколько научных наград. После работал диджеем, снимался в рекламе и музыкальных клипах. Все началось с того, что после отдыха в Турции Андраш поделился фотографиями в социальных сетях. Профессиональный фотограф заметил его снимки и предложил сняться для стоковых платформ. Спустя время Андраш обнаружил, что его фото стало основой для мемов. Молодой американец разместил его фотографии в интернете и предложил придумать смешные подписи, после чего мемы быстро распространились по миру. Сначала Андраш хотел удалить фотографии из интернета, но было уже поздно. Он дал письменное разрешение на их использование. Со временем он принял свою популярность, создал официальные страницы в соцсетях и начал участвовать в коммерческих проектах. Он снялся в сотни рекламных роликов, в том числе для Coca-Cola, и много путешествовал по работе. Сам Андраш говорит, что на самом деле он веселый и жизнерадостный человек, а характерная грустная улыбка появилась из-за усталости в конце длительной фотосессии. Сейчас у него есть команда, которая помогает с ведением соцсетей и пиаром. Полностью ломай. Ломай меня полностью. Зачем? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Вирусный ролик с Шайдабеком Эсадулаевым появился на ютубе в 2010 году и набрал почти 1 миллион просмотров. В 2012 году он рассказал в программе «Пусть говорят», что инцидент произошел в Гусь-Крустальном, где он и проживал, после того, как соседи вызвали полицию из-за шумной вечеринки. К своей славе Шайдабек относился иронически. Он погиб в аварии 6 мая 2023 года в Гусь-Крустальном. Его автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, снес бетонный блок, разворотил газовую трубу, врезался в столб и деревья.